Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Военный эксперт Олег Стариков со мной на связи. Олег, здравствуйте. Олег Здравствуйте. Иванович, начать я наш разговор хочу с вашей, непосредственной, функциональной, что ли, обязанности, вашего, как модно говорить у молодежи, скилла. Это контрразведывательная деятельность. Путин вчера посетил Крым, потом на вертолете отправился в Мариуполь, на оккупированный Донбасс. Там встретился ночью с людьми, катался на автомобилях, а потом отправился в Ростов и вот слушал военных столько, сколько нужно. Сам визит вы оцените, но мне интересует другое. Ведь принято было считать, что контрразведка и разведка западная, точно на голову выше российской. Соответственно, скрыть этот визит, было достаточно тяжело. Если так думать, что Запад знал об этих передвижениях Путина, то почему ничего не сказал Украине? Или все настолько поменялось, что теперь непонятно? Вот все-таки возможность, оказывается, есть проводить скрытые передвижения первого лица. Разведка, тут больше разведка, именно стратегическая разведка. Как военная разведка, так и политическая разведка. Она работает на высшее военно-политическое руководство. Поэтому, естественно, так называемые 5 глаз – это разведка англосаксонских стран, куда будет еще и Японию присоединили. Поэтому они прекрасно осведомлены, что реально происходит по передвижению высших должностных лиц всех стран, в том числе страны главного противника. Потому что, вероятного противника. Просто главный противник у них Китай, а Российская Федерация – это вероятный противник. Поэтому надо различать. Поэтому они об этом знают. Но мы сейчас говорим про именно разведки именно стран Запада. Они, в принципе, об этом знали. Доложили, естественно, своему высшему политическому руководству, но то приняло такое решение, чтобы президент Путин, который предъявлен ему ордер МУС и тому подобное, посетил оккупированные территории и поговорил с гражданами, посмотрел, что там строят и тому подобное. То есть было принято политическое решение. Почему было принято политическое решение? Я могу высказать свое субъективное мнение. Вот лично мое мнение. Вы же меня спрашиваете, я высказываю свое мнение. Вот оно мне ночью приснилось. Я могу, может быть, старые, там уже выжившие из ума, там деменция и тому подобное. Байден, помните, прилетал в Киев? Я так понимаю, если кто-то думает, что не работает связь между службой внешней разведки Российской Федерации Нарышкиным и ЦРУ, это прямые контакты не работают. И переговоры между министром Пентагоном и министром Российской Федерации Шойгу тоже постоянно красный телефон работает. То есть ведут переговоры. И начальники генштабов, генерал Милли, генерал Герасимов, они переговариваются. Так же самое на уровне военной разведки. Дело в том, что военная разведка, стратегический компонент входит во всех странах, в том числе государство-агрессора, подчиняется министру обороны. Так вот, если министр Остин и генерал Шойгу между собой разговаривают, я так думаю, они разговаривают в том числе не только политической, но и военную компонент. Поэтому была какая-то, опять же, по моему субъективному мнению, была какая-то договоренность, что прилетает Байден в Киев и прилетает Путин туда, и об этом никому не говорит. Эта договоренность была соблюдена. Поэтому нравится это нам кому-то или не нравится, дело такое. Это решает, это вне нашей компетенции. А что в нашей компетенции? Я же говорю, служба внешней разведки Украины, так называемый ЛЕС. И Главное управление разведки МО, так называемый остров, именно стратегический компонент. Потому что в ГУРе есть еще и не стратегический, там оперативный, я говорю стратегический компонент. Они обязаны это дело отслеживать, они обязаны иметь агентуру свою среди высших должностных лиц страны агрессора. Почему не получили эту информацию, это уже вопрос не ко мне. Олег Иванович, здесь же возникает, наверное, самый главный вопрос. Это цели. Да? Если Путин прибывает в Мариуполь,
А это вот первая поездка на Донбасс, это очень знаковая цель, пускай там ночью, но тем не менее, не обязательно стрелять именно по Путину. Важно обстрелять окрестности, населенный пункт и таким образом внести коррективы в эту поездку. А, Насколько это нужно военно-политическому руководству Украины сейчас? Я не могу сказать, потому что я на этот вопрос я ответить не могу, потому что я цели-то понимаю, которые есть, почему, опять же, для того, чтобы что-то делать, необходимо получать информацию. Информация достается с помощью разведки. Разведка не сработала, поэтому высшее, так называемое, то есть высшее военно-политическое руководство и ставка, они эту информацию не знали. Вот и весь ответ на ваш вопрос. А уже что там, какое сейчас решение будет принимать и будет ли высказывать свои претензии верховный главнокомандующий руководителям разведки, это уже я не знаю, будет или нет. Но посмотрим. В ежедневном вечернем обращении президент рассказывает, что он там делает, какие шаги. Давайте послушаем, что он скажет. Или вообще не скажет. Поэтому здесь ситуация, объяснить я это не могу. И я ж не политолог, я военный, и военный в том числе, и контрразведчик. Поэтому я думаю, у меня есть белое, черное, но иногда серое. Вот вы серое, я вот субъективное мнение. А это что у политологов 50 оттенков серого, там они расплываются по поверхности, что-то рассказывают. Хотя ничего не сбывается, но они это умеют рассказывать. У меня совершенно другое мировоззрение. У меня или есть, или да, или нет, как в дискретной математике. Или ноль, или единица. Ну а как в квантовой механике, еще между ними сейчас появилось, в квантовых компьютерах, между ними там какое-то еще какое-то число. Поэтому я могу сейчас подумать. Поэтому у меня 3 варианта ответа. Да, нет, Олег Иванович, я просто к тому, что, ну, это как вот моделирование ситуации. В любом случае, мы с вами моделируем ситуацию, и я все-таки у вас, как у контрразведчика, пытаюсь, ну, какую-то дополнительную ценность придать этой информации. И вот одна из моделей, что Киев знал об этих перемещениях, но вот ничего не сделал. Почему, что да как, и вот эти договоренности, там, не стрелять по первым лицам, это ведь уже, ну, вот после решения Международного уголовного суда, вот какой-то другой приобретает характер. И когда там из Германии говорят, что если приедет, то мы должны будем его арестовать, а Интерпол, там, Гаагский Международный уголовный суд, что эти страны будут делать, будут арестовывать, не будут, все-таки о самом визите. Почему сейчас, о чем это говорит? И, наверное, с точки зрения, конечно, яркости, это вот Путин на оккупированном Донбассе впервые. А вот с точки зрения того, что будет происходить дальше, ведь не просто так он приезжал в Ростов и встречался с Герасимовым после Мариуполя. Да, не просто, потому что у него задача стояла встретиться с командованием так называемой специальной военной операции, российско-украинской войны, это первое. Он посмотрел, то есть дослушал доклады, и когда Герасимов встречал, он спрашивал, сколько у вас времени есть? Это всегда спрашивают. Говорит, сколько необходимо, столько есть. Это о чем говорит? Что Кремль заинтересован, или взволнован, или заинтересован, или хочет услышать от своих лучших генералов. Он ведь назначил командовать лучших своих генералов, других у них нет. Герасимов, Суровикин, то есть собрался у самых лучших генералов, которые прекрасно понимают, в случае чего они у них их с должности не снимут, им голову снимут. Ну, если будет какие-то, опять же, я сейчас говорю, вы меня спрашиваете со стороны Российской Федерации, я что и говорю, со стороны Российской Федерации. Они прекрасно понимают, поэтому я обратил внимание, что и Герасимов очень спокойный, ему 67 лет, это, представьте, это он служит, с 19 лет служит, это сколько он уже, там, лет 50 служит, такой спокойный. Суровикин тоже, хотя он какой-то в форме, у него, Герасимов форма нормальная, я сейчас оцениваю как военный. Но встречать верховного главнокомандующего в такой форме, ну как Герасимов, отлично, то есть подглажен, все это. А Суровикин встретил его какой-то балахон там такой непонятный. Я пока объяснить это не могу. Почему? Или он только приехал с линии боевого соприкосновения, или решил показать, что он тут круглосуточно работает. Объяснить это я сейчас не могу. Но то, что выглядит они уверенно
И в их словах уверенность, это говорит о том, что это меня напрягает. Почему? Потому что напрягает как гражданин Украины в связи с теми событиями, которые готовятся по освобождению юга. Там, сейчас мы говорим про южные рубежи, но где будет контрнаступление, это знает только генеральный штаб. Но все говорят южный рубеж. Но я думаю, посмотрим, что дальше будет. Поэтому ситуация такая, что проверил, удостоверился, еще раз напомнил, посмотрел планы, заглянул в глаза, как они посмотрели друг другу в глаза, а потом поехал на оккупированную территорию, показал. Это политический жест, но политический жест это не сколько вовнутрь Российской Федерации, а сколько вовне. То есть приезд председателя СИ показывает. Что он показывает? Он показывает, что территорию, которую они оккупировали, а как они называют? Они называют присоединили. Мы говорим оккупировали по международному праву. Он покажет, что их разрушили, а сейчас они все обустраивают. Покажет, что если мы все обустраиваем, мы показываем. Беседу с народом, там дедушка какой-то, тот же самый 70-летний дедушка, у того день рождения, да, как у Путина на 2 недели раньше или позже, он рассказывает. То есть народ, а где народ? Вот самый, а где народ? Помните, как убить дракона, да? А где народ? А вон стоит. О, какой народ, да? Тут наподобие такого произошло. Но, опять же, картинка вовне для так называемого глобального юга. Глобального юга. То есть для стран, которые, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Южноафриканская республика, Бразилия, Малайзия, называем это глобальный юг. Поэтому показывает, что и он присоединил, и он там обустраивать будет. Он ведь нельзя спросил, церковь, мечеть. Вы слышали там, да? Церковь в Мариуполе, церковь и мечеть. Это же ключевые слова. Вот здесь это ключевые слова. Церковь, православие, мечеть, мусульман. Да? Это показывает для, опять же, глобального юга. Это все очень серьезно. Поэтому это кажется, что он там на машине. Кстати, на машине японской ездил. Да? Японская. Я думал, он на Ладе там будет, не на японской. Поэтому, ладно, это лучше там не нашли, наверное, какой-то пригнали. Поэтому ситуация, вывод очень, они готовятся к встрече с председателем СИ, идет подготовка, и показывают, что он миротворец, готов на переговоры, а с учетом того, что председатель СИ привезет план с 12 пунктов, еще 20 там листов, там 400 дополнений, которые нам не показывают. Я так думаю, будут обговаривать об этом план. И так я так думаю, думаю, что этот план будет, начнется реализовывать. То есть он будет выброшен в публичную плоскость уже официально, а дальше уже будем наблюдать, что реально пойдет. Да, еще один дополнительный вопрос по, скажем так, Мариуполю, и пойдем дальше по направлениям. Все-таки, вот как кажется вам, стоило ли так рисковать непосредственно Путину? Или все-таки вот эта история про двойников, тройников, где-то вот она вот здесь демонстрируется, потому что ночь, Мариуполь, 70 километров до позиции ВСУ, достаточно сложно ввиду там особого статуса теперь после Международного уголовного суда гарантировать, что вот полностью будет безопасно Путину. И Путин на это идет. Говорит ли нам это о том, что вот какие-то изменения произошли в том числе и внутри, в окружении Путина? Потому что раньше он носа не высовывал, вот целый год практически, да, вот там на передовой не появлялся, хотя все от него этого ждали. И вот когда присоединяли, в кавычках, да, и когда там вот эти референдумы проходили, этого не было, а сейчас появилось. Есть я же понимаю, есть какие-то два месседжа. Месседж это что двойник, второй месседж, что подлинник, да. Поэтому я же не зря, опять же, если бы не было в понедельник, вторник, среда, вот такое, это международное событие. Это будет приезд президента СИ, это международное событие. Это показывает, после того, как третий раз переизбрался, проголосовали за председателя СИ 100%, делегатов Всекитайского собрания народных представителей 100%. Второй, и первый визит куда? В Российскую Федерацию. Не Вьетнам,
не в Пакистан, не в Америку, а в Российскую Федерацию. Всегда политики на это смотрят. Куда первый визит будет? Это значит страна, с кем, ну, самое более, нельзя, дружественных отношений среди нет, но это страна, которая может партнер, а не партнеры называть. Первое. Второе. Если по моему, опять же, по моему субъективному мнению, это было вовне, то есть моя версия, что было вовне, то страны разведки восточных стран, а также арабских стран, глобального юга, прекрасно знают, где настоящий Путин, а где, то есть подлинный Путин, а где двойник. Они прекрасно это знают. Так если это был двойник, тогда для чего это делать? А с учетом того, что я перед этим сказал, то там был подлинник, то есть был настоящий. Следующее. Посещение штаба военного, Южного военного округа, где находится по ихнему СВО. Это штаб Южного военного округа. Там, естественно, генералитет, все не Путина не знает, он к своему генералам приедет, это подлинник. Поэтому это больше, опять же, версии, это больше сбить информационную составляющую. Может быть, я тоже мог бы сказать, да, это двойник, это тройник, там четверник, у него там он хромает, глаза нет. Ну, опять же, мы сейчас серьезные вещи говорим, правильно? Мы же говорим, вас слушает серьезные вещи, в принципе, думающая публика. Поэтому я считаю, что это был наш Путин подлинный, и он решал задачи политические, а политиков дальше определяет всю экономику и тому подобное, военные составляющие и тому подобное. И как он себя вел, видите, он ведь очень спокоен. Он очень спокоен. То есть вот это решение, ордер Международного уголовного суда, для него его даже нету, оно видно, что на это смотрят, в принципе, никак. А то, что вы сказали, что министр юстиции Федеративной Республики Германия заявил, что он будет давать команду арестовывать, давать команду соответствующим правоохранительным органам, это говорит о том, что между Германией и Российской Федерацией произошел разрыв. Все уже, соединения не будет. Германия полностью отошла от Российской Федерации. Это их политический выбор. Все. Поэтому уже назад соединения не будет. Я уточню. То есть это Путин вот этот начало 2000-х вернулся с людьми, не в бункере. И что на это повлияло? Зачистка произошла в ближайшем окружении. А как он будет? Вот они же поставили задачу. У нас говорят, что цели нет. Есть цель есть. Цель есть, это опять же разделение мира, двухполярный, многополярный мир, дедоларизация, вот это все. Сейчас очень много стран переходят. Если Иран, Саудовская Аравия, и Саудовская Аравия, Китай, между ними торговля углеводородами за ливиане или там за их деньги. Помните, что было с Каддафи, когда он только заявил, что он якобы перейдет на другую валюту. Что с ним произошло? То есть это полностью разрушение Бреттон-Вудской системы. Это идет разрушение. То есть ставит он именно политическую задачу. А военные это самое основное. Поэтому рисковать двойниками, тройниками при такой игре, когда за год уже сколько людей погибло, раз. Второе, экономика, действительно, да, экономика, там, санкции, думали, что, конечно, не больше будут влиять, но действительно, санкции, это серьезно влияет на их технологии, потому что очень много у них ничего нет, потому что они не развивают. Да, это действительно. Но влиять и посылать туда тройника, я думаю, это просто глупо, с ним никто разговаривать будет. Не стал бы разговаривать. А с ним-то разговаривает. Генеральный секретарь ООН что заявил? Что заявил генеральный секретарь? Его пресс-секретарь, который заявил, что он сказал? Что он будет общаться с Путиным. Правильно, что он заявил об этом? Заявил. Да, и там же вот эта возня, то есть там 60 или 120 зерновая сделка, это уже непонятная история, то есть если 60, то покажите, что 60, если 120, почему там со стороны Украины звучат такие цифры. Но это не суть. Наша сегодняшняя встреча, конечно, понятно, да, вот мы обсудили, все-таки фокусируемся на военной составляющей. Олег Иванович, тут российские каналы пишут о том, что 128-я горно-штурмовая ВСУ, там части 106-й, 129-й бригад теробороны южнее Орехова пошли, скажем так, в разведку боем.
Причем на серьезных щах, есть там уже определенные кадры, вот из запорожского направления огневой поддержки вот этого, ну, там, наступления, не наступления, это вы дадите оценку, но вот этого движения вперед ВСУ. Есть уже опровержение по этому поводу, мол, они все на своих местах, уже вроде бы якобы Украина говорит. Но у меня вопрос глобальный. Началось? А дело в том, что сейчас принцип такой. Я-то, как учили меня, ну, учили такие, как я, по одному, у нас для того, чтобы... Я всегда и комментировал. Планы наступления, они должны быть, естественно, знают только несколько человек, ну, до 5, там, до 10 человек. Именно реальные планы. Второе. Эти планы секретные. И самое главное, когда идутся подготовка к каким-то серьезным мероприятиям военным, проводятся определенные легенды прикрытия, которые в информационном пространстве. Первое, ну, я еще называю, это место информационного обеспечения, место будущего театра военных действий и информационное обеспечение театра военных действий. Это все происходит. А в нынешней, вот так называемой новой сети центричной войны, которые мы взяли на вооружение, и мы проводим соответствующие операции, вот операция в Харьковской области, а также в Херсонской области по освобождению территории, это было в рамках сети центричной войны при проведении многодоменных, в скобках, многосферных операций. Поэтому это идет. Поэтому здесь надо, если есть, скрыть сейчас ничего невозможно. Все открыто. Поэтому делается вообще, чем больше информации о том, что где-то будут наступать, тем это называется легенда прикрытия. Уже одни говорят 1 удар, другие говорят 2 удара. Я слышал уже третий говорит 3 удара, четвертый говорит 4 удара. Россияне что делают? В ответ на противодействие так называемых 1000 порезов, у них 1000 ударов. 1200 фронтов весь горит. Все горит, да? Горит. Ну, по крайней мере, есть главные направления, есть второстепенные, но везде, нигде спокойствия нет. Мы тоже самое для того, чтобы, вот вы спросили, что это, началось или нет. А тут не поймешь, началось или нет. Это опять же, как же по Бахмуту. Я же говорил, что, вот говорили, то есть в информации было, что начнется в марте, в апреле, там, в мае, помните, что это было? А я же уже в декабре говорил, Бахмут началось их наступление, так называемое решение задач по зимней военной кампании 23 года. То есть оно идет размазано, и именно не сколько в военном плане, сколько информационном. То есть тут может быть и началось, а может быть нет. Почему? Потому что по логике был такой дядька, сейчас фамилия у меня вылетела, сейчас я вспомню фамилию, англичанин, стратег, он придумал так называемую стратегию непрямых действий. Сэр Безил Генри Лидергард. Вспомнил, да? Так вот, он стратегия непрямых действий. Он в этой стратегии описал о том, что прямой удар – это самое тупое, что только есть. Самое лучшее, знаете, отважные герои всегда идут в обход. Самый ближний путь – это обходной путь. И необходимо для того, чтобы добиться в операции оперативно-тактической, оперативной или оперативно-стратегической, необходимо для того, чтобы надо вывести противника из себя, из равновесия, чтобы он начал менжеваться, он не понимал, куда действовать. Кстати, яркий пример Харьковская и Херсонская операция. Все говорили, что в Херсоне есть, они навели туда войска, ударили по Харькову, они не успели войска перебросить, а уже все с учетом механизированной легкой пехоты, все завоевали, они уже оттуда сбежали, побросали много техники. Вот это о чем говорит, вот это стратегия. Мы используем стратегию непрямых действий. В том числе вот это сейчас мы показываем, что будет на разных ударах, на разных участках фронта вот эти удары, так называемая разведка боя. А где будет нанесен основной удар, не скажу. Может быть, будет нанесен второстепенный удар, отвлечение внимания, а потом будет основной удар. Поэтому сейчас наблюдаем, где что. Потому что вы сказали в том месте, будет или нет, не знаю. То есть сказать невозможно. Это знает только командующий, начальник генштаба, командующий, который проводит главком, и верховный главнокомандующий, который, естественно, это все утверждал. Поэтому будет
несколько ударов, 2-3 удара, потом какой-то основной удар. Поэтому я же видим сейчас, появляется, не зря же появляется в информпространстве колонны техники. Вы видите, коричневые, те колонны техники легкой пехоты. Они же не зря появляются. Это ж вот в рамках того, что я говорил. Это сейчас все больше и больше будет появляться, что приходят самолеты и тому подобное. Ну, опять же, тут все это легенда прикрытия. А где будет удар? Кстати, я так думаю, Путин, и когда докладывали ему вот, Суровикин, я так понял, что Суровикин там главный в этом среди них. Среди них он ведет именно боевые действия, конкретно на Западном фронте, то он, наверное, он ему докладывал вот это все что, где они готовятся, какие резервы в случае прорыва, как этот резерв закрыть. А представьте, если прорыв будет, у нас ведь говорит 40-50 тысяч, да, 2 корпуса. Если прорыв будет, это как минимум 3-4 бригады. Надо 3-4 бригады быстро перебросить для того, чтобы перекрыть это. Поэтому это сейчас серьезно идет. И последний тезис, чтобы было понятно. К войне готовятся годами. Ну, мы год. Вот именно к этому удару, который будет иметь стратегическое значение. Харьков, Херсон было оперативное значение, а сейчас стратегическое значение, которое повлияет на ход российско-украинской войны. Поменять. Поэтому готовятся годами, вот мы год готовимся, а решается за сутки-двое, максимум за 2 суток. А потом уже, если 3 суток что-то не получается, максимум 5. 5 это уже 5 уже операция должна быть закончена. Да, 5 суток, конечно, вот только понимать, откуда отсчет. С Бахмутом, что сейчас происходит, как вы оцениваете информацию, которая идет оттуда, и, ну вот, клещи, окружение вот всего города не получается, говорят об окружении в середине города, ну, уже такие там пробрасывают истории. Опять-таки техника вышеупомянутая, вроде бы как, это легкая пехота ВСУ, она перебрасывается туда, в Бахмут, на то направление, будут срезать клещи, и, собственно, вот что понятно вам, как профессионалу, из сообщений оттуда, непосредственно от вооруженных сил Украины, от того, что сообщают, и, ну, понятно, отфильтровывая там и ПСО, и всякие там шапкозакидательские вещи, что сообщают непосредственно акторы, участники событий, на что вы обращаете внимание по ситуации вокруг Бахмута? Ну, тактика по Бахмуту со стороны Вагнера и ВС Российской Федерации, в принципе, уже ясна. Значит, и идет прямой удар, значит, очень массированный, штурмовые группы сутками наступают, да. Потом для того, чтобы не было прорыва, мы перебрасываем туда резервы, но ослабляем фланги. Они по фланге закрывают. Тут выросли вот эти клещи. Вот выросли клещи. Почему вот этой тактикой? Мы перебрасываем, чтобы в центре не прорвали, фланг ослабляется, потом надо дальше перебрасывать на фланге, естественно, личного состава. Ну, там, такой идет, вот выросли эти клещи. Теперь по логике, опять же, по военному искусству, по стратегии военного искусства, необходимо эти клещи сбить. Почему? Для того, чтобы не было окружения. Группировка там соответствующая, ну, по разным данным, 5-10 тысяч наша группировка в Бахмуте. Ну, говорю, это, опять же, из открытых источников информации. Сколько реально, естественно, никто не знает. Для того, чтобы, если клещи закрут, это будет котел. Поэтому необходимо эти клещи раскидать. Поэтому сейчас делается, что с юга, начиная часов яр, вот идет атаки, потом с севера идут атаки. Для чего? Для того, чтобы они не сходились вовнутрь, а шли вовне. Понятно, да? То есть вовне они не закрывались. Поэтому в этом, естественно, логика есть, то подобное. И для чего? Просто там все больше и больше личного состава происходит на маленьком пятачке. С одной стороны, это Бахмут сам по себе тактический, то есть это тактический театр военных действий. А реализация его, если его захват, он превращается в оперативно-тактическую, а потом оперативную. То есть это уже будет оперативно, это на север, на юг, это пошли войска, там укрепрайон только, Славянск, там Краматорск, до них там сколько, 100 или 200, 100 километров. Ну, то есть это будет большая территория до следующего укрепрайона. Это допустить нельзя. Поэтому наше командование делает сейчас именно на тактическом театре военных действий, решая стратегические задачи. Еще раз повторяю. На тактическом театре военных действий мы решаем
если будет точнее, оперативно-стратегической. Не оперативно-стратегической задачи. Поэтому, если это будет решено, то это, опять же, будет влиять на дальнейший ход той стратегической операции, о которых мы говорили по второму вопросу. Олег Иванович, я очень хочу, чтобы вы прокомментировали ситуацию вокруг позывного «Купол» комбата. Вчера, ну и сегодня там некоторые, скажем так, средства массовой информации делятся, да, вот этим обращением в социальных сетях бригады бойцов, да, которые требуют вернуть Купола назад. Напомню, что это тот комбат, который дал интервью о том, что он видит с пополнением, с там, отношением к подготовке новых солдат, которые он как комбат получает в резерве. Ну и вообще ситуацию на передовой. Вашингтон-Пост, достаточно резонансная история, его понизили, и вот теперь бойцы требуют вернуть. Вот что из этого, вот какой, давайте так я задам вопрос, какой урок из этой истории нужно вынести власти и обществу? Тут есть несколько составляющих. Политическая, военная, информационная и тому подобное. Начнем с военной. По всем нормативно-правовым актам, которые действуют в Збройных силах Украины, а также законодательство Украины, военнослужащие не имеют права комментировать в средствах массовой информации. Для этого есть соответствующие пресс-службы, управление коммуникацией и тому подобное. Минобороны — это Анна Маллер, замминистра, который непосредственно этим занимается. Это первое. Второе. Он реально-то ничего такого не сказал, он говорил очень мягко говорил. Но, опять же, у нас получается, что если ты не в телевизоре, то есть если ты не комментируешь и ТикТок не делаешь, значит, тебя никто не знает, а ты должен, это же как, это стратегия нынешней власти. Вот все в ТикТок. Значит, в принципе, и народ это видит и хочет действительно показать, как он и геройски ведет себя и то подобное. Это второе. Но есть третье. Как власть себя повела? Вот если бы я был министром обороны, я бы сделал совершенно по-другому. Во-первых, если бы это произошло, я бы вывел это подразделение на ротацию. Он это говорил, что есть определенные проблемы там с потерями. Вывел на ротацию, на укрепление, на ротацию. Начал бы укреплять. Значит, следующий вопрос. Он ведь говорил, что необходимо инструкторов наших на поле боя, потому что неправильно готовят, и западный консерватор, да, повысить его в должности, назначить на замкомбрига, учебной бригады, и чтобы он своим опытом, знанием, он действительно профессионал. Я сейчас говорю не о нем не как личности, а как военный. Как военный, он профессионал. Действительно, он молодец, он профессионал. Он комбат, это комбатант, это воюющий. Это тот, кто видит, что он ведет людей в бой. Он должен готовить на это время, подготавливать личный состав для того, что он уже понимает, что необходимо на поле боя, чтобы ты не погиб. Это очень важно. И третье, самое важное. Издал бы соответствующую жесткую директиву о том, что никаких комментариев, все комментарии запрещены. Четвертое. Укрепил бы все эти коммуникационные, информационные пресс-службы профессионалами, а не теми, которые сейчас есть. Потому что реально на низком профессиональном уровне подается информация. Я говорю, я слово сказал, подается. Не информация, текст, а подается. Формальная составляющая. Потому что надо информацию правильно подавать. Именно кто ее должен подавать. Ну и самое главное другое. Я сейчас вижу проблему стратегическую. А стратегическая проблема в том, что вдруг откуда ни возьмись появился какой-то законопроект о том, что якобы собираются разрушить те завоевания, еще раз говорю, завоевания людей, которые пытаются, то есть евроатлантистов, которые пытаются, чтобы наша страна начала выполнять стандарты НАТО.
еще раз говорю, не вступление, я про вступление сейчас не говорю, а про стандарты НАТО, самые лучшие, которые были сделаны и принят закон про основу национальной безопасности, где было Минобороны демилитаризировано, разведено со стороны Збройной силы, выведенной из управления Минобороны. И Минобороны непосредственно подчиняется главнокомандующему Збройных сил, а министр обороны, лицо гражданское, занимается обеспечением. Всем, в том числе информационным. Обеспечение боевой техники, в том числе информационным. Так вот, сейчас идет обратно, это возвращение назад. А это все противоречит, еще раз говорю, стандартам НАТО. И если это будет дальше продолжаться, никак перспектив вступления, когда встанет этот вопрос, обратно скажут, назад отводить. Ему за это делать нельзя. И самое основное. Вы же видите, что сейчас в информационном плане делают. Они начали обратно соединять Минобороны с Збройными силами. Критикуешь Минобороны, еще раз говорю, Минобороны это гражданская структура. Она демилитаризирована. Министр обороны гражданский человек. Он демилитаризирован. Он то же самое другое министерство. Вот как же все министерства? Критиковать можно. Кстати, по всем социологическим опросам, я очень четко это все отслеживаю. Не заказным, а нормально, социологическим опросом. Критика, что общество не позволяет критиковать. Не позволяет критиковать Збройные силы и внешнюю политику. Коррупция стоит на первом месте. Критикуйте коррупцию. Что сделали? Что сделали должностные лица Минобороны? Они соединили обратно Минобороны и Збройные силы и говорят, если критикуешь Минобороны, значит говоришь, ты критикуешь Збройные силы, значит это агент Кремля. Вы же поняли, что они сделали? Поэтому самое основное, общество разрешает критиковать коррупционеров и выявлять коррупционеров. Кстати, сейчас идет очень много информации. Идет. И отношение к поставкам, отношение к тому, что происходит в Минобороны, Збройные силы не имеют, потому что в Збройных силах денег нету. Они воюют, они ведут боевые действия. У них денег нету. Они не могут заниматься. Как может в Збройных силах быть коррупция, если у них нет денег и ничего нету? Они ведут боевые действия. А вот все находится в Минобороны. И Минобороны, еще раз говорю, никакого отношения к Збройным силам нет, кроме как осуществлять военно-политическое руководство. Что такое военно-политическое руководство? Докладываю. Это выдача директив, стратегии военной безопасности, подготовка страны национальной безопасности и тому подобное. Кстати, и присвоение воинского звания генерал. Не присвоение, а передача документов на генерал. А сейчас они хотят еще назначать командующим. То есть командующих видов, родов. Какое отношение они к этому имеют? Это ведет главком, это военное руководство. Главкому виднее, кого и как назначать. Министр обороны к этому отношения не имеет. Да, Олег Иванович, ну будем следить на следующей неделе, проголосуют или нет, и вообще, как этот процесс развернется. Критики достаточно много насчет этих реформ. Но я вот про деньги хотел спросить. Какая-то странная история, уже несколько видео там тиражируются и попадают в тираж, опять-таки, там бойцов ВСУ из окопа, которые говорят, что не получили зарплату. Мол, когда будет выезд, когда будут деньги, вот будут деньги, будет выезд. И ПСО, происки врага или действительно достаточно, непростая ситуация сейчас? А если непростая ситуация сейчас, то погодите, у нас увеличивается финансирование на оборону, у нас идет помощь с Запада, как раз вот с солдатом и зарплатой для солдата, который там служит, сидит в окопе и там, скажем так, обороняет страну или там совершает какое-то действие наоборот, там же вот наступать, а тут вот такие видео записывают бойцы. Во-первых, я насколько помню, министр Резников заявил, что с учетом того, что убрали боевые тем, кто не воюет, у него экономия 100 миллиардов гривен. Если он сам заявил 100 миллиардов, мы сэкономили. Так. Опять же, выбивая деньги, финансирование финансирует кабинет министров. То есть осуществляет оборону страны ответственный кабинет министров. Министр обороны, как профильный министр, выбивает деньги, финансирование у кого? Верховной Рады Украины. А потом эти деньги идут транзитом
Збройні сили України. Збройні сили України являются распорядники бюджетных коштів другого рівня. То есть денег нет, они транзитом идут на военнослужащих. Поэтому деньги это откуда, опять же, недоработка Минобороны. Для этого что реально происходит? Должен министр выйти. Кстати, министр обороны непосредственно отвечает за кадровую политику и за финансирование. То есть начальник кадров и начфин это его люди. Ну еще начальник юридического управления, чтобы контролировать, это его люди. То есть реально люди это даже не тех лоббистов, которые есть. Поэтому если он должен выйти и сказать, почему это происходит. Кстати, вот эти коррупционные, ну то, что происходит в средствах массовой информации, по закупкам, там, питанию и тому подобное. Вы же понимаете, что объяснить, что там реально ничего нет, то есть коррупции никакой нет, можно в 3 секунды показать себестоимость, тарифы и тому подобное. Но никто не выходит, не рассказывает. Если кто-то думает, что в Сельпо продается, реклама Сельпо, да? В Сельпо продается, или в Кишине, продается яблоки за 16 гривен, а их покупают за 40 гривен. Это вот коррупция в 2 раза. Во-первых, их надо привезти, логистика. Первое, логистика. Значит, какое плечо привезти, они же не только приводят в Генштаб. Они ж, ну я говорю, как типа в Генштаб, они же приводят по логистическому пути, сколько стоит бензин, то есть логистическое, потом сколько стоит прибыль этой фирмы, и ведь фирме надо же зарплату платить своим людям. Она же должна обслуживать технику, на которой возят. То есть весь персонал. Вот и выходит в 2 раза больше. Выходит. Но у нас ведь опять же девочки, волонтерши, там они купили там что-то. Вот они думают, что они за 10 гривен купили, и за 10 гривен они должны продать. Но при этом все дерутся. Все дерутся, как бы стать поставщиком Минобороны. Так вот, выйти с этого ситуации очень просто. Закон о лоббизме. В Штатах приняли, когда столкнулись с этим вопросом, приняли закон о лоббизме. Коррупционеров превратили в добропорядочных граждан, и которые платят налоги, которые не получили сверхприбыль. Все. Кстати, это делается во всех странах мира. Поэтому все вот эти, все, что вы сказали, связанное с финансированием и обеспечением, это вопросы Министерства обороны. Министерство обороны, по настоящему законодательству, никакое отношение к Збройным силам, не командует Збройными силами Украины, а только обеспечивает их. Збройные силы Украины, никакого следствий и причин, поводов для того, что там была коррупция, нету. Все происходит там. Это вот тот вывод, который необходимо делать, это месседж, который необходимо продвигать. Может, это кому-то не нравится, но я считаю, что это не нравится тем, кому? Коррупционерам не нравится, которые решили оставить те же схемы и перебросить больной головы назад. Олег Иванович, тут западная пресса пишет, что в Европе не хватает взрывчатых веществ для того, чтобы изготавливать снаряды и передавать их в Украину. А техники много, но тут возникает, наверное, самый главный вопрос. Техника же должна чем-то стрелять. И снова как бы все обсуждают снарядный голод, который может каким-то образом повлиять на украинское контрнаступление. Что бы вы сказали по этому поводу? Ну, взрывчатые вещества же из чего-то делаются, из каких-то материалов, да? Это же производят химические заводы. Основа всего это, насколько я понимаю, хлопок. Ну, хлопок, определенный хлопок. В Советском Союзе же не зря, в Узбекистане, там, Туркменистане вот этих хлопководцев было. Там это ж и в том числе и обеспечение текстильной промышленности, но в том числе и для обеспечения военной промышленности, именно для того, чтобы создать, ну, там, тетранитроторол или гексоген и тому подобное. Поэтому нету, значит, не продают им хлопок. А кто хлопок не продает, надо смотреть в тех странах, где, значит, перестали выпускать это. Я сейчас думаю, новые посадки, сейчас посадки не коррупционеров посадки, а посадки хлопка, которые будут, я так думаю, в тех странах будут заказ, и пока его соберут, пока очистят, это будет только с учетом того сезонности и тому подобное. Я думаю, только к концу года, может, пойдут первые объемы для того, чтобы создавать взрывчатые вещества. Да, это проблема, это реальная проблема. И почему? Потому что, знаете, вот у нас с 2014 года мы не могли построить патронный завод. А вот сейчас объявили, что мы построили снарядный завод, совместное предприятие. Ну, я думаю, где-то это или в Польше, или в Болгарии. Ну, это, по крайней мере, дай-то Бог.
Ну, снарядный завод, патронный завод, снарядный завод. И есть пороховой, вот порох, что порох делает. То есть порох и связанные вот взрывчатые вещества, 3 завода нам построить. Ну, хотя мы один построили. А где мы возьмем сырье? Сырье, вот я и сказал, где брать сырье. Кстати, до войны, ну, до войны в 2014-2015 году у меня были выходы, там, где это было сырье продавали, но никому в Минобороне это не заинтересовало. Ну, давайте ее. А выходов сейчас уже контактов нет, к большому сожалению. А тогда можно было обеспечить, было как раз вот построить так называемый завод. Ну ладно, это отдельная тема. Нашим коррупционерам это не надо. Они думают только о себе любимых, о стране вряд ли. Олег Иванович, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Да, пожалуйста. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, пишите, что вы думаете о том, о чем мы поговорили с Олегом Стариковым. Берегите друг друга, добра и света. Наблюдаем за всем происходящим. До скорого.